Всем привет, это проект Дашбожич, и сегодня мы с Олегом Владиславовичем записываем третью беседу о древнерусских богах. Она будет посвящена Хорсу и еще нескольким персонажам с капища Владимира. Первую и вторую беседу вы можете посмотреть на этом канале о Перуне и Велесе соответственно. Ну, а мы начинаем. Итак, у нас есть бог Хорс. Он бог солнца или бог луны. Да, вопрос хороший. Почему с Хорса, да, мы сейчас как бы вот перешли к Хорсу после Перуна и Велеса, решили разбирать по, собственно, упоминанию их в капище Владимира, и, соответственно, там стоят, ну, сначала там стоял Перун, да, про Велеса я сказал, почему он там не стоял, но, вероятно, действительно, это такой второй по значимости восточнославянский бог. Ну, а в капище Владимира стояли, соответственно, после Перуна Хорс, Дашбог, Стребог, Семаргал и Мукаш. Ну и вот по такому порядку, видимо, мы будем двигаться дальше. Ну и, соответственно, надо начать с Хорса, который действительно вот основные, да, и теории как раз-таки его рассматривают либо как бога Солнца, либо как божество Луны. Хотя мне кажется, что вот эта теория, она такая намного менее популярная, намного менее раскрученная. Ну, может быть и по делу. Я тоже считаю, да, как бы сразу так предваряя все, тоже считаю, что Хорс был богом Солнца, причем основным, ключевым, главным и так далее. Ам, Здесь много вопросов, которые можно обсудить. Ну и прежде всего, наверное, можно начать с его этимологии имени. Даже, может быть, не поленюсь найти цитату вот в этой вот книжке Бескова «Язычество восточных славян перед лицом современности». А, И вот он пишет на странице 62 следующее. Самым заэтимологизированным древнерусским божеством является Хорс. Вот очень хорошая фраза. То есть как раз-таки она показывает то, что именно это божество, прежде всего, да, разбирали его этимологию имени, из чего, с каких основ оно произошло, что оно означает и так далее. Правда, сам Бесков дальше там в этой же главе и предлагает все-таки отойти немножко от этимологии, от вот этой вот всей лингвистики и как бы начинать смотреть на вот этих персонажей там через какие-то, может быть, их мифологические черты, через какие-то вот другие, да, подходы к ним по письменным источникам и так далее, а не через этимологию. Ну, по этимологии, наверное, все-таки базовая этимология, конечно, она является иранской, да, иранского происхождения, какие-то корни. Здесь тоже было несколько работ, несколько версий. Ну, вот базовая, да, книжка, опять же таки, Васильев, «Язычество восточных славян накануне крещения Руси». И вот здесь вот первая глава, у него посвящена, достаточно большая глава, несколько десятков страниц, она посвящена богу Хорсу. Ну, тут, я смотрю, почти 100 страниц, даже, наверное, может быть, и да, около 100 страниц. Соответственно, он там очень глубоко раскапывает вот этот вот образ, да, собирает там практически все, что только можно по нему, и по историографии, и по источникам, и по вот этой как раз-таки этимологии, и тоже поддерживает вот эту вот самую иранскую этимологию его имени. Ну и главный вывод Васильева, а это до сих пор базовая книжка, хотя она вот какого там 99-го, по-моему, года. Сейчас посмотрю. До сих пор эта книжка, да, 99-го года, Москва, Индрик, 99-й год. До сих пор эта книжка остается базовой по Хорсу, то есть даже если кто-то там с ним не согласен, он все равно начинает с того, что открывает вот эту книжку и, значит, вытаскивает вот эти вот тезисы и с ними спорит. И, соответственно, он тоже говорит, что это иранское происхождение имени у него, и оно означает, собственно, вот, да, сияющее вот какое-то солнце, там царь солнца, да, он тоже рассматривает вот эти варианты и так далее. То есть это вот, собственно, солнце, само имя значит солнце, ну и, соответственно, бог солнечный. И, в принципе, как бы это не противоречит источникам, хотя есть только один источник, который вот так вот прямо, наверное, какие-то нам мифологические сведения о Хорсе дает. Это слово о полку Игореве, потому что, например, в повести временных лет там нету никаких подробностей о Хорсе, там просто он упоминается, что стоял его кумир вот на этом самом киевском капище, который Владимир в 980 году воздвиг.
Ну и никаких там его описаний, функций, мифов там, естественно, про него нету. И, соответственно, нужно искать в других источниках сведения о Хорсе. Ну и прежде всего в слове Полководье, там его упоминание происходит один раз. Всеслав Полоцкий, это такой князь. Ну, изначально он был, да, князем Полоцким, затем он стал там и великим князем Киевским. Очень такая колоритная фигура в истории Древней Руси. Он там достаточно долгое время воевал с сыновьями Ярослава Мудрого, борясь за Киевский престол, за другие, ну, всякие разные такие вот древнерусские чины и земли и так далее. Вот. И, соответственно, вот этот вот самый Всеслав Полоцкий, который, кстати говоря, представляется также и оборотнем, так вот он Хорсу Великому ночью путь перебегал, согласно слову о полку Игореве. Так, на первый взгляд, не очень понятно, что из этого можно вынести, но исследователи в целом согласны, что, видимо, речь идет о том, что какому-то небесному светилу он перебегал как бы траекторию движения, да, и именно это имеется в виду. И поскольку это делалось ночью, вероятно, что как раз вот это вот было сделано по отношению к Солнцу, потому что ночь, она как бы пересекает, да, вот путь Солнца. Ну и опять же, то есть, поскольку сама этимология Хорса, вероятно, означала солнце, да, если мы берем вот эту иранскую мифологию, то здесь все совпадает, да, то есть как бы вот Хорс это солнце. Что еще можно вынести из источников? Ну вот опять же, да, из Васильева можно взять кое-какие примеры. Кстати, здесь хочу поблагодарить Велигора, который тоже там, мы с ним обсуждали немножко, что тут можно сказать. Я вот не хотел ничего такого упустить важного, нового, потому что последние годы я занимаюсь балтийскими славянами больше, чем восточными. И вот спросил у него, как бы, чем там можно обновить. Но, в принципе, я так понял, что в основном как бы вокруг Васильева какие-то пляски и продолжаются, хотя формируется такой некоторый контекст, в котором иранскую этимологию начинают ругать, критиковать, осуждать и говорить, что как бы вот что-то с ней не то. Причем пока что какой-то лучшей альтернативы вроде как и не предложено, но вот с иранской этимологией есть сложности и с той версией, которую предлагал Васильев, и с теми версиями, которые предлагались до него. То есть Васильев, он рассматривает что-то такое через осетинское какое-то влияние, да, какие-то другие исследователи могли рассматривать через более раннее влияние других иранских народов, там, допустим, времен античности какой-нибудь и так далее. Вот, но тем не менее, вот эти вот как бы возражения, они все усиливаются, и все большее число авторов как говорят, что нет, что-то здесь не то, но пока что ничего такого вот убедительного, да, более убедительного предложить не могут. По другим источникам, тем не менее, да, Васильев, что он отмечает, здесь есть действительно несколько очень интересных моментов. Ну, во-первых, в «Поучении духовным детям», это такое древнерусское литературное произведение XVI века, там есть тоже перечень богов, это, в принципе, такое как бы поучение против язычества по сути своей. И там есть цитата: «Уклоняйся перед богом невидимых», ну, это древнерусский язык, «молящих человеку, роду и рожаницам, Парену и Аполлину, и Мокоши, и Перигине, и всяким богам». То есть, если на современный русский переводить, да, он называет богов, поклонению которым надо избегать. И, соответственно, в этом списке род и рожаницы. Дальше Перун и Аполлин. И дальше, соответственно, Мокош, Берегини и так далее. То есть здесь мы видим на первом месте Перуна, а дальше идет не древнерусский теоним, а Аполлон. Да, вот это вот Аполлин, да, дословно. Это явно Аполлон. И вот здесь вот Васильев как бы делает такую пометку, говорит, вот смотрите, обычно после Перуна идет Хорс. Да, в том же самом, кстати говоря, капище Владимира после Перуна идет Хорс следующий. А здесь идет вот этот вот самый Аполлин. То есть, может быть, Аполлон как-то перекликается функционально, например, с Хорсом, тем более, что Аполлона неплохо знали в древнерусской литературе, да, они представляли, что это бог солнца, и вполне возможно, что здесь как раз-таки могла быть такая вот функциональная замена. Дальше есть такое поучение против язычества, еще более раннее, дословно название слова святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинограда, о том, как первые поганые веровали в идолы, и требуем клали, и имена им нарекали.
Ну, обычно просто слово Златоуста сокращают, да, потому что вот эти все длинные названия поучений сложно как-то произносить, записывать, запоминать. Так вот, в этом самом слове Златоуста, это 13 век, возможно, говорится следующее, что люди, забывшие страх Божий и отвергнув свое крещение, приступили к идолам, но это я сразу перевожу на современный русский, чтобы здесь не заморачиваться с оригиналом, и начали поклоняться молнии и грому, и солнцу, и луне, а другие Перену, Хурсу, Вилам и Мокоши, упырем и берегиням. То есть здесь идет как бы сначала список, скажем так, стихий, а затем идет список уже теонимов. И в этих списках есть явные переклички. То есть если молнии и грому это как раз-таки Перун, да, который здесь упоминается первый во втором списке, то следующая стихия, скажем так, это Солнце. И здесь как раз-таки вторым идет Хорс. То есть опять-таки мы видим вот эту вот параллель в источниках, да, которая позволяет нам предполагать, что все-таки Хорс действительно соотносится с Солнцем. Правда, здесь дальше идет Луна, и после этого упоминаются Вилы и Мокош. И, соответственно, если мы доверяем этому источнику, этой параллели, то мы должны сделать некоторые выводы насчет связи Мокоши и Вил с Луной. В принципе, это вполне вероятно. Да, есть источники, в которых число этих Вил 3,9, да, то есть 27. Опять-таки, очень такое лунное число, да, 27 дней, грубо говоря, в месяце и так далее. Но я думаю, что это мы разберем там ближе к Мокоши, может быть, там, да, отдельный какой-то материал посвятим Вилам. В целом, пока что можно сказать, что в принципе это вполне себе даже возможно. И, соответственно, тогда действительно это очередное подтверждение того, что Хорс – это бог, связанный с Солнцем. Ну и в принципе, да, наверное, вот если рассмотреть вот эти источники, то есть, казалось бы, их вроде бы не так много, но у нас в принципе не так много источников о восточнославянских богах. И вот здесь вот как раз-таки мы видим, что очень такая уверенная, постоянная параллель, и как раз-таки об этом пишет Васильев, да, что если можно рассматривать по отдельности какие-то вот эти вот доказательства, сомневаться в них, да, там как-то вот говорить, что здесь может быть какая-то случайность, там, да, там Аполлон как-то там просто попал случайно в список. Но вот в совокупности, когда набирается вот это вот количество таких вот намеков, да, они формируют, как говорит Васильев, убедительный солярный вектор для Хорса. И мне кажется все-таки, что это действительно правильный взгляд на Хорста, что это действительно самая убедительная такая как бы позиция. И в данном случае даже, может быть, не так уж и важно, является ли его имя там, иранского происхождения, не иранского. То есть мы здесь видим в любом случае, что Хорс, он постоянно перекликается вот с этим вот самым как раз солнечным, да, образом. То есть такой вот славянский Аполлон, условно говоря, да, если мы опять же обращаемся вот к этому тексту поучения духовным детям. У Топорова есть любопытное замечание, он тоже, опять же, не он один про это писал, что само слово «хороший», да, вот русское слово «хороший», в древнерусском языке оно было, это слово, оно происходит от теонима «хорс». Причем интересно, что в других славянских языках этого слова нету. То есть, когда мы видим там рекламу чешского пива, которая сопровождается словом «хорошечно», да, мы должны понимать, что это как бы такая вот мистификация. То есть, такого слова в чешском языке нету, и нет вообще никакого понятия, да, вот с этим корнем «хорош». Да, это чисто такая вот древнерусская штука, даже не древнерусская, русская штука. То есть, там в украинском, белорусском тоже, насколько я помню, она не особенно как-то проявляется. Вот, ну а там в западнославянских, южнославянских языках там этого нет. Там вообще как бы, да, там другой корень, там какой-нибудь, там добрый, гарный и так далее. Вот, и, соответственно, это тоже брали в качестве такого аргумента, да, что вот, дескать, именно восточные славяне, да, вот они общались с какими вот иранскими вот этими вот своими соседями. У Васильева там вообще есть такая достаточно пространная теория, которая там развивает там много страниц, о том, что вот как бы славяне там в какие-то вот очень давние времена, да, это еще такие вот прославянские, или, может быть, вот только-только как бы отделились какие-то другие ветви, да, которые там ушли, соответственно, на запад и на юг. А вот восточные славяне, они в этот момент как бы сливались
да, в момент своего формирования с какими-то иранскими народностями. И, соответственно, вот этого хорса они могли, как бы даже не то, что заимствовать, да, а просто как бы, поскольку они ассимилировали вот тех иранцев, которые жили на территории, ну, там, условно, того же Поднепровья, да, они могли заимствовать какие-то элементы их культуры, даже не заимствовать, повторюсь, это какое-то вот было такое слияние, да, ассимиляция, то есть, как бы, это были же такие славянизированные иранцы или как-то вот что-то такое, да, вот у него там есть вот это много рассуждений на эту тему, вот с такими вот именно вот выражениями, типа славянизированных иранцев. И, соответственно, Хорс, он как бы вот оттуда вот примерно растет. Ну и, соответственно, понятно, почему его, допустим, нету там у западных славян, да, то есть как бы вот западные какие-то части вот этого прославянского мира, они не контактировали с иранцами, а восточнославянских контактировали, соответственно, вот они заимствовали этого Хорса и, кстати говоря, и Семаргла тоже, да, вот в эту же сторону Васильев уводит, но это будем уже потом, я думаю, разбирать Семаргла. Но тоже он говорит, что вот Семаргл был заимствован как раз-таки от иранцев. Ну и, соответственно, вот слово «хороший» тоже оно отсюда развелось именно в русском языке. Не знаю, что сказать на это с точки зрения лингвистики, да, я не лингвист, но вообще говоря, в этом какая-то логика есть, да, что вот если это именно у русских есть, да, у других славянских народов нету, ну, наверное, действительно это какое-то вот, может быть, какое-то восточное влияние. И если в это верить, то это такой косвенный аргумент в пользу того, что все-таки какое-то иранское влияние здесь могло быть, да, то есть не обязательно действительно заимствование, но какое-то влияние, как минимум, оно вполне себе, ну, мне кажется, логичным. Кто ругает, да, теперь можно сказать, вот эти вот этимологии иранские, да, и что из этого следует. Ну, например, есть статья Борисова 2014 года, которая выходила в журнале «Студия мифология Гославика» в 17 выпуске. И вот там статья на английском языке, которая прямо так и называется «Неиранское происхождение восточнославянского бога Хорса». Ну, если переводить с английского названия. Ну и там действительно такой очень убедительный, ну, не то чтобы разгром, но критика иранской версии. Вкратце его аргументы сводятся к тому, что вот у иранцев того периода, когда с ними общались славяне, не было, собственно, бога Хорса. Там вот было слово Хорс, да, которое вот могло как-то относиться, собственно, к солнцу, но какого-то бога не было. И, соответственно, как можно было заимствовать Бога, да, если как бы вот у народа, от которого его заимствовать, собственно, такого Бога нету. То есть вот эти вот солнечные функции у иранцев того времени, они уже были на Митре. Ну и плюс он приводит чисто такие лингвистические противоречия. Но дальше Борисов входит, мне кажется, в такую спорную степь. Он говорит о том, что здесь нужно говорить о заимствовании намного более раннем. Даже, может быть, тоже не заимствование, да, вот каком-то там вот взаимовлиянии, то есть, что еще там даже не прославяне, да, какие-то вот их предки общались с какими-то индоиранскими народами в какой-то очень глубокой древности, и вот там вот оттуда, возможно, что-то там заимствовали, да, но это не позднее заимствование прославянами у иранцев. Там есть тоже интересные мысли, там по Балтам кое-какие параллели и так далее, но мне кажется, что в целом все-таки статья, она излишествует вот этими фантазиями. Хотя именно в отношении критики, да, иранской версии, на нее тоже постоянно сейчас ссылаются, то есть она тоже стала таким вот как бы столпом вот в этой вот историографии. Собственно, Бесков, да, вот в этой вот работе, в которую я сейчас, на которую я сейчас сказал, и ранее более подробно в своей диссертации он тоже критикует вот эту вот иранскую версию. Но опять же, мне кажется, что вот эти все его версии, как бы альтернативные, они не особенно заслуживают такого глубокого рассмотрения. Вот, там много чего вспоминается во всех этих альтернативах, не только у Бескова, там могут вспоминать какого-нибудь Хорта. Хорт – это волк в некоторых славянских там диалектах. Могут вспоминать даже, допустим, Хорс, собственно, это германское, ну, во-первых, название лошади, да, собственно, Хорс по-английски, и в некоторых других германских языках. Но был еще такой персонаж, были два брата, Хенгиста и Хорса, которые были, собственно, первопоселенцами в Британии. То есть, когда англосаксы уходили с своей вот изначальной земли, да, где они жили, это примерно территория на стыке с современной Германии и Дании, юг полуострова Ютландия.
И вот когда они оттуда уходили, да, они приплыли, соответственно, в Британию, и вот и возглавляли их тогда Хингиста и Хорса. То есть это такие явно мифологические персонажи, которых можно соотнести, там, не знаю, с Ромулом и с Ремом, или там с нашими там Кием, Щеком и Харивом. Вот. И вот с этим вот самым Хорсом, да, который тоже, опять-таки, там потомок Одина, там тоже определенно мифы есть на эту тему, причем в нескольких сразу источниках, достаточно таких серьезных, древних, по как раз-таки вот, да, средневековой истории германцев. Вот там как раз вот этот вот Хорс, и с ним соотнесен, соответственно, наш славянский бог Хорс. Тоже много на эту тему высказывалось, и такая уничижительная критика, что какой Хорс, какие лошади, вот что вы такое говорите. Ну, опять же, мне кажется, да, вот я говорил про это раньше в видосах про Перуна и Велеса, что древние люди, они любили на самом деле, когда в каком-то слове, в каком-то теониме, в каком-то понятии мифологическом есть очень много всяких разных смыслов, которые там вычитываются. Изначально их там могло не быть. То есть, действительно, это вот как бы так вот ну, набросали, что называется. Да? То есть, вот, допустим, с тем же Велесом, да, если даже его имя происходит от вот этого самого правильно-европейского well, да, павший, умерший, то позже могли, например, иметь в виду корень велеть, да, повелевать. И если изначально даже его как бы не было, то потом вот это вот специально было заложено, и, соответственно, имя можно было читать и как бы и так, и это. И вот здесь вот точно так же могло произойти, то есть вот это вот само понятие как бы хорса, да, могло и не включать изначально никакой там германской лошади, никакого хорса вот этого вот англосаксонского. Но, возможно, с развитием, да, как бы вот этого образа, этого персонажа, подобные образы, они как-то могли вливаться. И поэтому вообще в целом, да, солнечного бога его часто смотрят как бы с точки зрения вот какого-то связи с культом лошадей, да. То есть там, допустим, когда находят подковы и вешают ее на дверь, да, ну вот это как бы вот солнечные какие-то вот эти кони, да, которые везут колесницу солнца, да, вот они оборонили эту подкову, и, соответственно, вот именно поэтому она приносит счастье, да, вот такое вот как бы есть объяснение этого мифа. Ну и в целом, да, как бы вот э, солнце, кони, да, вот какая-то связь в этом всем есть. И повторюсь, даже если эту этимологию как бы нужно отбросить, связанную с германскими лошадьми, тем не менее, вот этот вот сам образ, мне кажется, совсем полностью его выкидывать не стоит. То есть на каком-то уровне он мог все-таки воспроизводиться и быть такой, ну, в кавычках, народной этимологией. Даже в данном случае не про этимологию мы говорим, да, а про какой-то вот набор мифологем, которые были связаны с определенным архетипом. Есть в беседе трех святителей еще один древнерусский текст, связь Корса с Перуном, такая необычная. Процитирую этот источник. «Два ангела громная есть, эллинский старец Перун и Хорс Жидовин. Два есть ангела Молнина». Ну, то есть, соответственно, есть у греков Перун и у евреев Хорс, и они, соответственно, ангелы молний. Такое тоже таинственное, на самом деле, упоминание, да, что бы оно значило. Ну, по поводу того, что Эллинский и Жидовин, да, мне кажется, из этого не стоит особенно чего-то такого глубокого выкапывать. Хотя на эту тему тоже делались кое-какие там исследования, да, там Хазар вспоминали в этой связи и так далее. Я думаю, что это все не нужно делать. Я думаю, что это просто-напросто эвгемеризм. То есть, когда нужно было богов языческих показать в качестве таких мудрецов или, может быть, волшебников древности, которых невежественные люди стали почитать. Собственно, в этом как бы концепция эвгемеризма заключается. И, соответственно, поскольку древнерусские книжники, которые писали подобные тексты, хорошо знали вот эту вот традицию и знали, соответственно, и эллинов, и жидов, да, так сказать, древние народы, соответственно, вот Перун здесь понимался как, соответственно, древнегреческий такой образ по происхождению якобы, а Хорс древнееврейский. Хотя, конечно, это не так, это просто как бы такой литературный ход. Просто вот как бы летописцу вспомнились такие два древних народа. Вот и все. А вот то, что они два ангела, связанные с молнией, да, есть ангела молнии, вот это уже любопытнее. То есть здесь как раз-таки можно подумать, не было ли у
Хорса тоже какой-то вот связи вот с этой вот самой молнией, да, с грозой. То есть Перун-то с ним все понятно, он действительно бог грозы, и как бы здесь совершенно логично смотрится в этой роли. А вот почему Хорс здесь поставлен рядом, не вполне понятно. Но опять же, кстати говоря, мы видим здесь вот эту вот пару рядом, то есть Перун и Хорс, то, о чем мы уже говорили, то, что в ряде источников есть упоминание рядом именно этих богов. И по всей вероятности, даже в капище Владимира это тоже было не случайно. То есть роль Хорса, она, видимо, была действительно велика. Обращалось внимание на то, что Хорс – это единственный персонаж, бог в слове о полку Игореве, у которого есть эпитет «великий». То есть больше никого с таким эпитетом мы не знаем. И вот как бы Хорс действительно вот он стоит как-то вот очень высоко. То есть вот он рядом с Перуном, он второй как бы в этом капище, второй в списке. И весьма вероятно, что он действительно ну, имел какие-то, может быть, даже мифологические или такие вот сакрально-функциональные какие-то переклички с Перуном. И не случайно здесь действительно оказался в паре. Насколько он был связан с молниями, есть такие теории, да, тоже, что как бы из Солнца производятся молнии. Есть кое-какие публикации на эту тему. Не стану как бы их там спорить с ними или поддерживать. В принципе, такое возможно, но я думаю, что в любом случае, даже если у Хорса такие какие-то функции были, то они были неопределяющими. То есть все-таки не стоит возводить его к какому-то там второму громовержцу, тем более, что явно есть громовержец номер один, очевидно, это Перун. Но вот, тем не менее, какие-то вот связи здесь могли бы быть. Но все-таки, мне кажется, в большей степени связи с Перуном, да, чем с функциями, собственно, громовержца у Хорса. Что еще можно сказать по поводу Хорса, так вот, если говорить по источникам? Ам, ну, по источникам, наверное, больше ничего не добавлю. Наверное, действительно вот такие базовые вещи, то есть «Повесть временных лет» без функционала, да, слово о полку Игореве, соответственно, где Хорсу Великому Всеслав Полоцкий перебегает путь ночью. Ну и вот несколько текстов, где он просто упоминается в списках, причем часто в этих списках он рядом с Перуном, и имеется перекличка с именно Солнцем, да, то есть поучение духовным детям с Аполлоном, Аполлин, рядом, кстати говоря, опять же с Перуном, ну и, соответственно, с Солнцем в слове Златоуста, поучение против язычества. Значит, по поводу этимологии пару слов еще добавлю. Михаил Лучинский, это польский исследователь современный, он выступает за этимологию этого имени Крс, тощий и худой, да, вот, по-моему, корень хереть в современном русском языке отсюда же происходит. Ну и, соответственно, он считает его богом месяца. Да, эту теорию предложил изначально Александр Брюкнер, насколько я помню, около 100 лет назад. Тоже польский исследователь. И, соответственно, он тоже говорил, что, ну, как бы, вот смотрите, наверное, все-таки образ месяца, потому что хереть, да, как бы месяц, он, ну, там сколько получается, 2 недели в течение одного месяца, как бы месяц он исчезает, да, то есть он сначала прибывает, полнолуние, и, соответственно, он потом убывает, да, то есть хереет. Но мне кажется, что не только мне, опять же, да, на эту тему тоже были и исследования, и мнения разные высказывали, что очень странно для божества, которое вроде бы как должно быть таким вот хорошим, почитаемым, да, опять же, второе божество в списке в капище Владимира, и тут оно вдруг от слова вот хереть, да, от основы тощий, да, как-то вот что-то чахнущее, грубо говоря. Это было бы странно. То есть я бы, наоборот, выделил какой-нибудь там растущий месяц, например, да, или, наоборот, полный, да, вот этот вот изобильный месяц. Ну и, кстати говоря, именно таким он предстает обычно месяц в славянском фольклоре. Вот, поэтому я думаю, что эта этимология, она слабая, хотя, опять же, да, вот здесь указание на то, что это месяц, то есть как бы мы по слову полку Игореве выносим, что это какое-то светило, раз ему Всеслав перебегает путь, но, тем не менее, месяц, мне кажется, что это более такая слабая этимология, и, соответственно, ее я поддержать не могу, хотя она ну, достаточно распространена, возможно, даже она вторая по распространенности, по числу
исследователей, которые ее поддерживают после, собственно, вот этих вот этимологий, выводящих из иранских основ со значением солнца. Значит, по поводу того, что Хорс рядом с Перуном, да, еще тут нужно, наверное, вернуться немножко к тому видео, которое было посвящено Перуну, где я говорил, что, собственно, вот это вот капище Владимира, оно было как бы, возможно, не совсем для всех, да, то есть оно было, возможно, прежде всего как бы сделано для той вот воинской, княжеской элиты, на которую Владимир опирался и который относился сам. Именно по этой причине, как мне кажется, там не было Велеса. То есть Велес это такой более простонародный, что ли, бог, да, такой как бы в кавычках плебейский, да. Или наоборот, он относился к, если вот по Дюмюзилю, да, брать вот эти вот его структуры, какой-то такой вот страте жрецов, да, духовного какого-то вот сословия, условно говоря. А Перун, соответственно, был воинским богом. И вот те вот персонажи, которые стоят рядом с Перуном в капище Владимира, они тоже были вот именно такие, прежде всего такие вот воинские, да, как бы элитные боги. И в данном случае, опять же, да, вот эта вот связь Перуна и Хорса, возможно, она действительно не случайна именно потому, то есть как бы Хорс тоже был в какой-то мере, возможно, покровителем вот этой всей воинской знати. Ну и здесь, конечно, мы тоже можем вспомнить, опять же, этого самого Митру, про которого уже чуть-чуть выше я говорил. То есть, если брать основного иранского бога, ну, кстати, не только иранского, это индоиранский бог, он и у индийцев есть вполне себе. В Ригведе Митра тоже упоминается как солнечный бог. Так вот, Митра, этот самый индоиранский, но больше всего он, конечно, известен именно как иранский бог. И, кстати говоря, именно как иранский бог он был заимствован в римскую религию. И в первые века нашей эры в Римской империи была такая очень большая конкуренция между христианством и митраизмом. Была такая особая религия, о которой мы не так много знаем, потому что они не писали текстов почему-то. И мы знаем о митраистах только по, во-первых, археологическим свидетельствам. Да, они строили такие специфичные храмы, митриумы. Ну и кое-какие там свидетельства оставили. Ну и плюс по внешним описаниям. Соответственно, вот этот самый Митра, который был у древних римлян, да, он изначально был заимствован из Ирана и был, соответственно, главным божеством всех иранских народов, ну и, кстати, в Индии тоже, как я говорил, да. Вот, и, соответственно, этого Митру, каким мы его видим? Мы его видим как божество, которое является, ну, во-первых, свидетелем всяких разных клятв, да, свидетелем ну, какого-то вот правильного порядка, да, допустим, в Ригведе. Это божество, ну, такое вот действительно, то, что Ницше называл аполлоническое начало, да, то есть есть определенный порядок, да, правильный порядок. И Митра, он следит за тем, чтобы вот этот вот правильный порядок, он соблюдался во всем, да, там люди соблюдали клятвы, вели себя как бы так вот правильно, да, согласно какому-то вот, так сказать, кодексу определенному. Вот, он не допускал никакого вот этого вот разгула дионисийского начала, условно говоря, да, если вот мы берем концепцию Ницше, которая, мне кажется, очень удачно и действительно используется мифологами сейчас уже действительно повсеместно. И вполне возможно, что Хорс, он тоже, в общем-то, как бы был вот близок к этому всему. То есть мы видим его рядом с Перуном и на капище, и во многих текстах, списках. И возможно, что он действительно тоже вот как-то вот в воинской вот этой вот элите помогал, ну, какие-то вот, не знаю, в клятвах там, в каких-то в том порядке, который был им нужен. Да, правда, клятвы, как раз-таки, когда мы видим в повести временных лет, там появляется Перун и Велес. Но вот мне кажется, что Хорс, он тоже вот в качестве такого вот, в кавычках, славянского Митры вполне мог бы быть функционально и, ну, как-то, может быть, даже действительно какие-то переклички с демизилевской вот этой вот концепцией. Хотя на этом я не настаиваю, все-таки Демизиля мне кажется, что очень много у него притянуто за уши, но я думаю, сейчас не стоит там разбирать Демезиля. Вот это отдельный вопрос. Ну, соответственно, по Хорсу что еще можно сказать? Есть еще топонимика, связанная с Хорсом, причем достаточно такая распространенная, то есть название водоемов, название там других каких-то мест географических.
Есть у южных славян, есть у восточных славян. Ну, из этого я особо бы ничего такого не выносил. Такая темная область, вообще говоря, топонимика. И я стараюсь вообще никогда на нее не опираться. А, Во многом потому, что очень поздние вот эти вот все появления, то есть даже там пресловутые боги, там Белобог и Чернобог, да, есть горы такие с таким названием, да, ведь мы знаем, что Белобога вообще, в принципе, да, его не упоминается в средневековых источниках. Вот, а гора Чернобог, видимо, была все-таки позже, да, как бы приобрела вот это вот название. А гора Белобог, возможно, уже как бы от нее. То есть, ну, там очень запутанная история, и вот когда ты на все это смотришь, понимаешь, что топонимам как-то, в общем, верить нельзя, и выводить какие-то концепции, да, что там вот была, там, допустим, гора Перун, а рядом там какая-нибудь гора Волос и так далее. Ну, мне кажется, слишком шатко все это, чтобы из этого что-то выводить. Поэтому топонимы я трогать не буду, хотя вот подчеркну, что именно в случае с Хорсом топонимы есть, и их немало. И часто тоже в исследованиях этот вопрос поднимается. По поводу слова «хороший», да, тут надо добавить, что как бы Топоров-то он писал, да, что вот слово «хороший», оно происходит от Хорса. И не только он, да, но были и те, кто критиковал очень жестко, я бы сказал, вот эту теорию. То есть они говорили, что это такое, все это не так. Вот, то есть этот вопрос, он как бы не решен однозначно. Но я вот просто как бы отметил это как то, что мне лично симпатично, мне лично кажется логичным. Вот. Ну и опять же повторюсь, что для меня это определенное все-таки довод в пользу того, что какое-то иранское влияние было. С иранцами мы жили как-то бок о бок очень долго, очень много. В какие периоды, да, то есть и в праславянские времена мы жили там со всякими рядом кочевниками, и в более поздние времена. Вот по поводу осетинов, если хочешь, можешь добавить как-то по соседству славяно-осетин. Есть такая культура салтово-маяцкая, там жили яссы. Кто такие яссы? Это те же осетины кавказские, но жили они вдоль Северского Донца. Это Белгородская область, Харьковская, Воронежская. И в летописях у нас это очень хорошо просматривается. Ясы упоминаются много раз. Кто такие ясы? Это осетины дигорского диалекта. То есть после того, как было монгольское нашествие, они сбежали в Венгрию и оставили вот один письменный источник. По нему определили, что это дигорский диалект осетинского языка. То есть, если брать какое-то осетинское влияние, я думаю, что нужно рассматривать именно этот народ. Тем И более там по поводу вот каких-то конкретных названий солнца, может быть, в скажешь? осетинском языке дигорского диалекта солнце звучит как хор. 3 буквы хор. Да, сейчас скажу, что из этого имени нельзя вывести хорса, славянский язык, да, но это современное название, мы не знаем, как оно звучало 1000 лет назад. Кроме того, нужно отметить, что в нардском эпосе есть такой персонаж, как Солнце. В оригинале, да, на иронском языке это Хур, и на дигорском это Хор. Солнце посылает колесо Балсага, в переводе это что-то типа путешествующего колеса, такое огромное огненное колесо, чтобы оно убило Сослана. Сослан – это никто иной, как осетинский вариант иранского Йимы, которого, как известно, в иранской мифологии распилили, Яму расчленяют в индийской мифологии, да, и Мира расчленяют в скандинавской мифологии. И вот это колесо, оно как бы пополам разрезает Сослана по его единственно уязвимому месту, по коленям. Что интересно, в Дигории, да, это Осетия, праздник в честь Сослана празднуют в день летнего солнцестояния. А что делают у нас в европейских странах в этот день? Поджигают колеса и пускают их с горы. Вот это тоже очень интересный момент, который надо изучить более пристально. Ну да, то есть здесь не обязательно утверждать какие-то обязательные, да, параллели, но какие-то вот влияния, какие-то вот, как бы, да, Маленькие зацепочки.
Да, маленькие зацепочки, они вполне себе могли быть, вполне себе могли как-то вот создавать какой-то вот облик культурный в соответствующих, да, вот там мифологических, допустим, местах и так далее. Вот, то есть, ну, мне кажется, что, в принципе, наверное, совсем отбрасывать иранскую вот эту вот теорию не стоит, хотя, опять же, я не настаиваю на ней железно, да, то есть, мне кажется, что здесь все-таки главный вопрос – это действительно не этимология, да, вот как призывал Бесков, да, как давайте этимологию отодвинем, а чисто функциональный вопрос. Вот по функциональному вопросу мне кажется, что Хорс действительно, как подчеркивал Васильев, да, в целом вот эти все доводы, они составляют убедительный солярный вектор. И я считаю, что Хорс действительно был богом солнца. Вот. Как-то сложно его представить кем-то еще. И в то же время, ну, как-то вот логично, если думать так. Есть одно, наверное, такое вот весомое противоречие. Оно заключается в том, что в североевропейской мифологии солнце всегда, оно играет такую вот как бы очень третьестепенную роль. То есть, если мы возьмем, допустим, тех же самых скандинавов, то у них, собственно, божество солнца, да, там есть про него вот этот один единственный миф, да, что вот там, соответственно, за солнцем бежит волк, да, собственно, как и за луной, и как бы поэтому и подгоняет, да, вот как бы вот это движение небесных светил. Ну и, соответственно, видимо, в Рагнарёк, все-таки в Рагнарёк этот волк догонит солнце. Ну и, собственно, и все. И как бы какого-то особого культа не видно, какого-то такого вот почитания, да, что это весомое божество и так далее. Этого всего не видно. Ну, кстати, И в других Гелиос, он мифологиях тоже не является олимпийским богом. Гелиос, да, но Аполлон. Аполлон зато является. Аполлон очень поздно, там, кажется, с V века до нашей эры только его начали отождествлять с Солнцем, а Артемиду с Луной. Да, это вот, кстати, хорошее замечание. Действительно, надо сказать, что по поводу Аполлона, действительно, это очень такой сложный образ. И изначально, видимо, он был таким, ну, чуть ли не хтоническим божеством, близким, ну, вот кому-то там, не знаю, там типа Рудры, да, и, может быть, его имеет смысл вот этот древний образ сопоставлять как раз-таки не с Хорсом, а с каким-нибудь Стребогом, условно говоря, о котором будет речь дальше. А вот Аполлон такой солнечный, да, как вот таким, каким мы его знаем, это все-таки образ действительно уже возникший такой в классической литературе. Это действительно очень правильное замечание. Ну, кстати, Васильев тоже на это обращает внимание в том контексте, когда идет разбор теории Рыбакова, что вот как бы Хорс, это как бы был вот бог, собственно, Солнца, а даже бог был богом солнечного диска и так далее. Вот это вот сопоставление шло Аполлона и Гелиоса как раз-таки. Ну или, может быть, наоборот, но вот как раз-таки, да, была параллель у Рыбакова на Гелиоса и Аполлона. И, соответственно, Васильев эту теорию ругал. Ну и я думаю, что действительно эту теорию надо ругать, и в том числе действительно вот такими аргументами. Ну и я думаю, что, в принципе, наверное, по Хорсу даже не знаю, что еще добавить. То есть, как бы достаточно много все-таки в целом про него получается фактов. И, на мой взгляд, все как-то они указывают на то, что он бог солнца. Вот. И мы уже вот выходим, просто не можем обойтись без этого, выходим на переклички с Дашбогом, которого часто считают другим солярным божеством. Вот. Ну и, наверное, если по Хорсу сейчас что-то еще не добавится, то действительно надо переходить к Дашбогу и, соответственно, в том числе к связям Хорса и Дашбога, которые подразумевали и которые, может быть, действительно в текстах как-то и можно находить.